Посмотрите на эту картинку. Это богиня плодородия. Ее силуэт и формы у людей той эпохи считались идеальными и красивыми. Великая мать олицетворяла вечность природы и плодородное материнское чрево. Конечно, современный человек, посмотрев на такое изображение, вряд ли будет ассоциировать ее с чем-то идеальным. И это вполне нормально, так как представления об идеальном теле со временем намного изменились. Например, в эпоху Возрождения дамы имели круглый животик, широкие бедра и приличный зад. В современную же эпоху идеальным считается стройное, подтянутое и спортивное телосложение. Куда и к чему же я все это? А смысл в том, что в наши дни похудение становится все больше популярным. Большинство людей действительно заботятся о своем теле, и это здорово, так как проблема ожирения тоже не стоит на месте. При всем изобилии современного мира люди толстеют и очень-очень быстро. Посмотрите на это. Это карта регионов России с большей распространенностью ожирения в 2019 году. Лидером стал Алтайский край. Там на 100 тысяч жителей встречается 5539,4 случая заболевания. В тройку также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. Невероятно, да? Реже всего ожирением болеют жители Приморского края. Там зафиксировали 549,2 случая на 100 тысяч жителей. За 2019 год в совокупности по России было зарегистрировано около 2 миллионов пациентов с ожирением. Это на 172 тысячи больше, чем за прошлый 2018 год. Ну а заболеваемость ожирением среди подростков 15-17 лет выросла в 6 раз. Не хочу никого обидеть, но мы толстеем и становимся все толще и толще. К сожалению, данная проблема не только России. Общемировые показатели также зашкаливают. И на сегодняшний день это огромнейшая проблема. Ношение большого количества лишнего веса может убить тебя самыми разными способами, включая два наших излюбленных – это болезнь сердца и диабет второго типа. Так что быть толстым объективно вредно. При этом врачи постоянно утверждают: питайтесь правильно, занимайтесь спортом, и это поможет вам не быть толстыми. И отчасти, конечно же, это действительно так. Если мы будем это делать, то однозначно сможем поддержать здоровую и нормальную форму своего тела. Но как это сделать? Как удержать себя в форме, когда в магазинах полно вкусной и вредной еды, сладкого, фастфудов и прочего? А абонементы в спортзал, скажем так, стоят денег. Прогулки, скажете вы, но здесь я с вами поспорю, потому что у нас в России около 6 месяцев в году прохладная погода, по которой, согласитесь, не очень хочется гулять. А может, собственно, дело не только в активном образе жизни и здоровом питании. И это действительно так. Современные исследования сейчас действительно нацелены на макроизменения в образе жизни людей и нашей генетики, которые, возможно, определяют, почему мы сейчас так страдаем ожирением. Вот, кстати, некоторые из причин, которые я вам сейчас перечислю. Причина номер 1 – недостаток сна. Достаточно трудно получить данные о том, как люди долго спят по ночам. Но есть некоторые исследования, которые показывают, что с 1960 года в среднем человек теряет около 2 часов сна каждую ночь. Да, мы с вами очень занятые люди и спим меньше. Есть также куча исследований, которые говорят о том, что именно сон влияет на индекс ожирения. Всему виной 2 гормона – это лептин и грелин, которые и отвечают за уровень сытости и голода. Когда ты не досыпаешь, гормон грелин преобладает и говорит твоему мозгу, что ты голоден, хотя на самом деле тебе нужно поспать. Причина номер 2 – климат-контроль. Так уж вышло, что мы с вами теплокровные, и когда нам сильно жарко или холодно, мы чувствуем огромный дискомфорт, который может привести даже к смерти. Но опять же, в плюс для нас, мы с вами живем в 21 веке, в котором все сделано за нас. Нам больше не нужно разводить костер, чтобы согреться. Все делает автоматика. Но именно это и подавило в нашем организме те процессы, которые регулируют температуру тела, от которых, на минуточку, сжигается огромное количество калорий. Только не подумайте, я за комфорт. Но это одна из причин, по которой мы больше не расходуем те калории, которые организм бы тратил на поддержание нормальной температуры тела. Зачем? Она и так 37 градусов. Причина номер 3 – промышленная химия. Каждый день мы с вами подвергаемся воздействию тысячи промышленных химикатов. Смолы, растворители, отдушки, красители, все эти штуки, которые добавляют в эти самые куриные наггетсы. Мы их глотаем и вдыхаем, впитываем через кожу. Научно доказано, что именно от промышленных химикатов мы с вами толстеем в 2 раза быстрее, с учетом того, что есть мы можем в 2 раза меньше. Это прискорбно. Причина 4. Твоя мама. Шанс потолстеть может быть предопределен, к сожалению, еще до твоего рождения.
Это генетика. Если твоя мама и твой папа страдали ожирением, то наверняка шанс получить ожирение, когда ты родишься, у тебя будет выше. Также есть предположение, что если твоя мама родила тебя поздно, имея при этом лишний вес, твои шансы потолстеть опять же повышаются. Так что среди факторов, которые влияют на ожирение, мы смело можем винить генетику. Ну и наших родителей, конечно. Причина 5. Бактерии. Бактерии в нашем кишечнике отличные трудолюбивые ребята, которые помогают нам переваривать пищу и вырабатывать все необходимые организму витамины. И оказывается, что у худых людей, как правило, больше различных типов бактерий в кишечнике, чем у людей, которые страдают ожирением. Бактериотерапия служит отличным источником восстановления обмена веществ и способна решить многие проблемы с острыми заболеваниями кишечника. И определенно сможет помочь людям с ожирением. Итак, я привела тебе 5 причин, которые, возможно, могут влиять на твой лишний вес. Это больше спать, не отапливать и не охлаждать свой дом. Перед тем, как родиться, проверить, что твоя мама молода, не курит и не страдает лишним весом. Ну и переехать на другую планету, где нет промышленной химии. Да, это, наверное, хорошая идея в пользу того, чтобы задуматься о правильном питании и здоровом образе жизни. Вот такая вот задача, но решать определенно тебе. На этом у меня все. Всем пока и до новых встреч!